На носу что? Бородавка. Ну-ну. На носу масленица. Чего? Подождем, говорю, масленицы. И... Чего? Куда придет? Да ну тебя. Слышь, а кто это? Масленица. Этот языческий праздник настолько любим в народе, что пережил не один век. Пышные гуляния, аромат блинов, предвкушение солнечной весны – все это о Масленице. Этот праздник славится своим широким разгулом. Тем не менее, у него есть собственный распорядок. Каждый день масленичной недели проводились свои особые ритуалы. Солнечное угощение блины не зря стали главным блюдом Масленицы, ведь они символизируют собой солнце, которое во время зимы появляется нечасто. Угощаясь блинами, наши предки верили в то, что получают частичку могущества небесного светила. В своих поездках мы изучаем кухни народов мира и выбрали самые вкусные и необычные блины или их близких родственников из разных уголков мира. Решайте, какие выглядят аппетитнее, находите лучшие рецепты блинов и проводите масленичную неделю не скучно. Муттабак – это фаршированный блин или жареный хлеб, который обычно можно найти на Аравийском полуострове, в Юго-Восточной Азии, в Йемене, Израиле, Индонезии, Малайзии и в Таиланде. Хотя в зависимости от местоположения названия и ингредиенты могут значительно различаться. Название муттабак по-арабски означает «сложенный». Это популярная уличная еда в Малайзии. О блинчиках роти джала иллюстрируется фотография рыбака, закидывающего сеть в море. Суть аналогии очень проста. Правильно испеченные эти блины должны напоминать кружево или рыбацкую сеть. Собственно, в дословном переводе джала и означает сеть рыбака, в то время как роти есть закрепившееся в малайском языке индийское название любой лепешки. По нашему мнению, блины всегда считались исконно русским блюдом, и поэтому, когда мы видим его в вариации других народов, всегда искренне интересуемся и сравниваем. В Таиланде тоже готовят блины, правда, совсем не похожие на наши, но не менее вкусные. Роти – это одно из знаменитых азиатских блюд, не попробовать которое – тяжкое гастрономическое преступление. Родина этого кулинарного изобретения – Индия, и в переводе с санскрита роти значит хлеб. И кроме Таиланда его готовят еще во многих странах Юго-Восточной Азии. Однако тайцы, как всегда, привнесли свои совершенно уникальные изменения, после которых, казалось бы, обыкновенное блюдо стало настолько вкусным, что порой едоков не оттянешь от него даже за уши. Наверняка вы уже 100 раз кряду проходили мимо этого блюда, только не догадывались, что это блинчики. Действительно, в нашем понимании блин – это нечто круглое.
Роти в готовом виде больше похожи на жареные пирожки-конвертики из очень тонкого теста. Чтобы отведать роти, оглядитесь по сторонам и поищите ближайшую макашницу с надписью «Роти» либо «Панкейкс». Она, как правило, увешана связками бананов, а рядом всегда стоит очередь из истекающих слюной туристов и местных жителей. У большой крупной сковороды порой можно встретить настоящих виртуозов и мастеров своего дела. Они лихо закручивают тесто в воздухе, растягивая его в такой тонкий блин, что сквозь него можно читать книгу. На сковородке у таких волшебников всегда готовится не меньше 3 роти одновременно, а вокруг собираются зеваки, желающие поглазеть на кулинара-жонглера. Существует множество вариаций начинок для тайских блинчиков. Мясные, фруктовые, овощные и с пастами карри. Порой встречается экзотика на любителя. Мясо с ягодным джемом или сгущенным молоком. Классический вариант, который можно встретить в Таиланде практически на каждом углу, это роти с бананами, роти клуай, политый сгущенкой и шоколадом. Многие туристы, возвращаясь из Таиланда, начинают скучать по тайской кухне и пытаются воссоздать полюбившиеся блюда у себя на кухне. И роти, естественно, не исключение. Самой большой сложностью в самостоятельном приготовлении этого блюда является раскатывание теста в тонкий блин. Не у всех это получается с первого раза. Но так Москва не сразу строилась. Главное – это желание, а мастерство, оно приходит с опытом. Существует множество рецептов роти. У каждой хозяйки всегда припасен свой секрет. Ведь кулинария – это такое же творчество, как музыка, танец, фотография или живопись. И хоть в ней существуют определенные каноны, без импровизации она не способна развиваться. Настоящий кулинар всегда в поиске и готов к эксперименту. Только так рождаются шедевры. Мы сейчас находимся в Таиланде, и мы готовимся к ужину. Что такое спринг-роллы? Это очень оригинальное блюдо, которое мы встречали в Юго-Восточной Азии повсеместно. Это и в Камбодже, и во Вьетнаме, и в Таиланде, И Гонконге. и в Сингапуре. Начинкой для этого блюда может стать множество продуктов. Это и овощи, и фрукты, и морепродукты, и рыба. Единственный неизменный градиент этого блюда – это обложка, рисовая бумага очень тоненькая, в которой заворачиваются все эти ингредиенты. Вот бумага рисовая. Да, вот с этой рисовой бумаги, кстати, у меня будет отдельный фильм про блинчики, про роллы, spring rolls. Эти роллы обжариваются во фритюре до золотистой хрустящей корочки. Делают их очень маленькими, вот такими мелкого размера совсем. Сейчас я покажу их, как готовить. Жарятся за 10 минут. И сейчас я покажу, как это все будет выглядеть. В макашницах они продают поштучно. Примерно 10 бат стоит в Таиланде одна штучка. Все очень просто, забрасывает. Ну и все. Налили масло соевого, по-моему, купили соевое масло. Точно не знаем, как оно называется, потому что там по-таиландски надпись написана. Вот и все. Вот так оно жарится. И прошло 10 минут. И вот такая красота у нас получилась. Очень симпатичные, поджаристые, золотистой корочкой блинчики. Еще хочу заметить, что рисовая бумага продается у нас в Москве тоже во всех больших супермаркетах. Вы спокойно можете ее приобрести. Стоит она недорого. И накрутить себе блинчиков с разной начинкой. Это очень вкусно. Аромат какой! Просто супер! Во время нашего путешествия во Вьетнаме
круизе по Халонгу нас ждал увлекательный мастер-класс вьетнамской кухни в Халонге на корабле, обучение азам приготовления вьетнамских блинчиков нэм. Вот уже приготовили салфеточки, приготовили рисовая лапша, морковка, лук, мясо, яйца и грибы. Наш гид рассказал нам про нэм, вьетнамские рулетики-роллы из рисовой бумаги, традиционное блюдо вьетнамской кухни. По-другому их можно назвать блинчиками или рулетиками в рисовой бумаге. Как он сказал, если ты не попробовал нэм, значит не побывал во Вьетнаме, хоть 100 раз посетил эту страну. Также, что начинка может изготавливаться из разных продуктов, часто используется свиной фарш, сушеные грибы, также используются твердые сорта макарон, бобы, ростки, морковь, зелень и другое по усмотрению хозяйки. Из разных составов получаются разные виды нэма. Также они различаются по способу приготовления. Самый распространенный – это жареный нэм на сковороде в масле. Также популярен нэм уон, сырой. Готовый к употреблению начинку заворачивают в смоченный водой лист рисовой бумаги, после чего нэм готов к употреблению. Рисовая бумага – тонкие лепешки из рисовой муки, по толщине сопоставимые с бумагой. Основные ингредиенты – рис, вода, соль. Иногда добавляется мука из тапиоки. Рисовая бумага в сухом виде твердая и ломкая, но если ее размочить в воде, легко сворачивается. Первым делом надо замочить рисовую лапшу на 10 минут в теплой воде. Затем добавляется мелко нарезанная морковь. Затем добавляются грибы. Мелко нарезанная зелень кинзы. Мелко нарезанный лук. Сырые яйца. Также бывают разные вариации, либо свиной фарш, либо курица, либо креветки. Добавить соус, состав которого 25% рыбного соуса, 50% воды, выдавить туда чеснок, сок одного лимона, добавить сахар, черный, красный, молотый перец, хорошо перемешать. Для того, чтобы рисовая бумага не ломалась, кладем ее на влажное полотенце. Just wait when it looks right. It looks very quick. Now don't mind with the hole. Upside down and upside down. Because this the rice paper small, so just 1 spoon enough. 1 spoon. Not big, right? Put a corner in the hand. Okay. Just go like this. This one is very important to make a both sides. Okay, so now and that side. Maybe some. אבל את לא בשני סנות על זמן.
Вьетнамское блюдо. Сейчас нам принесли, пробуем. Очень вкусное, рекомендую. Сережа уже потянулся.